Что делал Чингисхан с пленными девушками? Чингисхан родился в 1162 году и правил Монгольской империей в 1206 по 1227 годах. Является одним из самых известных лидеров в истории. Он был динамичным лидером, который смог расширить и объединить Монгольскую империю под своей властью. Наследие Чингисхана – это завоевание, но он также включает его обращение с пленными девушками. В этом видео мы рассмотрим, как Чингисхан обращался с пленными девушками, которые не были монгольскими женщинами, а также обсудим долгосрочное влияние, которое это оказало на монгольское общество и за его пределами. Обращение Чингисхана с пленными девушками. У Чингисхана был неписанный свод законов, известный как закон войны, который он принимал во время своих завоеваний. Эти законы обеспечивали ему этическую основу для обращения с пленными и военнопленными. Согласно его законам, с пленными нужно было обращаться гуманно. Их нельзя было убить или пытать, если только они не совершили какое-либо преступление против своего народа или против самой Монгольской империи. Поэтому Чингисхан не проводил никакой особой политики в отношении немонгольских пленных женщин, кроме обеспечения их безопасности и защиты от вреда, пока они находились в плену. Согласно законам войны, пленных немонгольских женщин можно было либо брать в рабство, либо выдавать замуж за монгольских воинов в соответствии с их рангом и военной иерархией. Чем выше был ранг солдат, тем больше вероятность того, что он женится на немонгольской женщине, поскольку за это он получал большое вознаграждение, например, скот или доступ к ресурсам, такие как земля или вода. Воины более низкого ранга обычно получали менее ценные вещи, такие как одежда или украшения, в обмен на женитьбу на пленной девушке другой культуры или национальности. Наследие Чингисхана и его влияние на пленных девушек. Наследие, оставленное Чингисханом, изменило отношение к пленным со стороны последующих правителей на протяжении всей истории, в том числе из других частей Азии и Европы, благодаря его влиянию на предоставление других культур и военнопленных и рабстве в целом. Его настойчивое требование не убивать и не пытать пленных женщин помогло сформировать более гуманные подходы к общению с военнопленными, которые до сих пор применяются военными по всему миру, даже если для этого приходится разрешать им становиться невестами. Тот факт, что многие пленные девушки выходили замуж за лиц, занимавшие более высокие посты в военной иерархии монголов, также послужил прецедентом для более поздних обществ, где женщины могли искать возможности вне традиционных гендерных ролей через брачные союзы между различными этносами, культурами, классами и так далее. В заключение данного видео было рассмотрено, как Чингисхан обращался с пленными девушками, которые не принадлежали к его родной культуре во время его правления в Монголии, через обсуждение законов войны, которые он использовал во время конфликтов между соперничающими империями, царствами и так далее. Далее было рассмотрено, как этот подход оставил после себя неизгладимое влияние, которое ощущается и сегодня, как в Монголии, где брачные союзы по договоренности все еще популярны, так и в вооруженных силах по всему миру, которые более тщательно придерживаются этих рекомендаций при обращении с пленными, не предпочитая пытки, казни и так далее. Обобщение этих пунктов помогает поддержать тезис о том, что хотя завоеватели-лидеры, такие как Чингисхан, возможно, оставили после себя сложное наследие, включающее кровопролитие, некоторые аспекты, такие как отношение к паям, могут помочь улучшить общество в будущем, даже если это будет стоить дорого тем, кто непосредственно вовлечен в процесс, то есть тем, кого принуждают к браку.